Привет всем, друзья! Вы зашли на канал «Замуж в Индию». А я сейчас провожаю мужа. Парам едет в Мумбаи встречать нашу гостью. Парам, say something, скажи что-нибудь нашим зрителям. I'm very worried. She still not see message. Почему-то она не отвечает. Мы с утра отправили, Парам отправил голосовое сообщение. Я потом отправила тоже голосовое сообщение. А она даже, получается, их не видела. Good. А? I'm good look. Good, Huh? good, very good. New chapel. Do good, na? Угу. Check one more. All okay, all okay. I put perfume. Я готовлю, убираю. Вот тут мне все нужно перемыть и на улице, и внутри полы. Feel smell. Да, food Да. smell. Ну все, пора. Окей. Bye bye. I know you not kiss me. Okay, my sweet. My cute. Давай. My beautiful Пиши, wife. звони. Окей, окей, окей. Bye. Все, давай. Bye bye. Поскорее приезжайте, возвращайтесь. Мгм. На связи. Майонез, Парам. Майонез with X Okay. и оливки. Постарайся купить в Мумбаи, потому что у нас здесь в Нерале не продаются, только вегетарианский майонез. А я готовлю оливье. Специально его не буду заправлять пока, в надежде, что Парам все-таки привезет. Так, я все болтаю. У нас уже 3 часа дня. Вышла на прогулку отдохнуть от кухни, подышать свежим воздухом. Только что общалась с Парамом. Парам уже в аэропорту, приехал вовремя, но нашей гости все еще нет. Полчаса как ее самолет, по идее, приземлился, но она еще не вышла. Парам уже начинает нервничать. Hi, Парт. Привет. Why you not play with Артур? Go. Иди поиграй с мальчиками. Артур там играет с пацанами. Ого! Какой серьезный проект, а? Мы Что это? делаем бассейн. У нас была очень трагичная история. Сначала вон там мы делали дорогу для моего старенького велосипеда, который сейчас у них. Потом мы делали тут гриль, чтобы печь еду. Тогда у нас было много материалов, и мы частенько иногда поджигали костры. Потом мы сделали ресторан, конечно же, с печкой той. Потом мы откопали. Хорошо, в чем трагедия? Ну, сейчас я расскажу. Потом тут лежал наш пес Бобик. И мы решили ему улучшить Условия. да, и выкопать чуть-чуть ямку. Потом Шория нам сказал, чтобы откопать яму и крабов принести. Но, к сожалению, это и трагедия. Он не принес крабов, и это все разрушилось. Потом мы взяли... Что разрушилось? Мечты разрушились? Нет, Или... это ямка. Стройка? Ямка. И потом мы взяли себя в руки и сделали вот такую большую яму. Потом ее Самир этот закопал. И все тут разрушилось. Но потом мы опять взяли себя в руки и сделали тут все. Откопали всю яму. Это зацементировали. Ну, всё. молодцы. Вот эти вот ворота поставили. А эти вот растения, они еще очень-очень старые, поэтому такие. Это не новые растения. Сейчас мы опять их пересадим куда-то и новые. Вы помогаете? You help? Yes. Good. Я сейчас подслушала, о чем дети разговаривают. Значит, Вигнеш и Намиш Артуру рассказывают о том, как они круто вчера провели время, как они всей семьей ездили в Мумбаи, ходили в зоопарк, там львов видели, тигров. Они на хинди разговаривают, но я, в принципе, поняла, это несложно. И Артур же им тоже отвечает, мол, а мне тоже, меня еще круче, говорит. Вот-вот через пару часов приедет Ларки. Ларки – это как девчонка. Папа's girlfriend. Вигнеш, who will come very soon? Кто к нам скоро приедет? А? Uncle Friends. Yes. Ну, Артур сказал girlfriend, это имеется в виду как подруга. Просто френд, это непонятно, мужчина или женщина. Сюда. Ого, сколько вы пьете? Водохлебы. Так что мы там... Все, они уже встретились, Артур, они уже едут, они уже в поезде. Вот-вот. Что, Хана? Мы не закончили. А, ты хотел к ее приезду закончить бассейн, чтобы она уже плавала в бассейне, показать, что у нас отель с бассейном. Nadia coming. This is the Nadia.
I know she is the Nadia. Yeah, Nadia. Yeah, this. She is the... Ду-ду-ду-ду! Парам привез Да. нашу гостью. Внимание! She with us. Просто я зрителям сделала сюрприз. Я не говорила, кто уже к нам приезжает. Поэтому хорошо, да. Приводите себя. Ну, завтра будем снимать. Сегодня так, чуть-чуть издалека, а потом уже завтра я у вас возьму интервью. Значит, мои дорогие зрители, это Надя. Я ее показывала много раз в своих видео. Надя, которая зимует в Гоа, приехала к нам первый раз в гости в Матаран. Впервые видит Матаран. Я должна это сказать. В общем, Надя говорит, а мне нужно себя привести в порядок, дайте я хоть расчешусь, я с дороги, я то все, я сейчас начала переживать, говорит, что подарки могут не подойти, она сейчас будет вручать нам подарки. Я говорю, ну я буду только подарки снимать и реакцию. Ну и потом Надя говорит, я, говорит, боюсь, что Параму подарок не подойдет. Я смотрю, он такой худенький. Парам, she think you very slim. Плохо я тебя кормлю. Зато живот большой. Where is my stomach, my God? I Ладно, have ладно. stomach, Nadia. Not much, да? I think about big size. Сейчас we'll try. Так, Надя сегодня будет ночевать в одном из наших номеров. Специально для нее оставили. Вот, сегодня у нас ночь с 30 на 31. А вот что будет с 31 на 1, еще не с Парам. Да я тебя снимаю, а ты, close your mouth, how you come in? Control yourself, контролируй себя. Вот наша кошка. Вот уже к Наде гости Вот наша просятся. У нас кошек сколько, Артур? кошка. У нас Где-то 8-9 кошек. Это Собак еще штук 6. Лиза, Снежинка, Умка, Ганеш, Мурка, два маленьких, Снежка и рыжий кот, мы назвали его Лысым. Может быть, а чем вы их кормите? Может быть, только обезьянами? Где столько корма взять? Может, У нас обезьянами? есть очень много корма. Еще белый и черный какой-то кот. Now I am slim. She not give food. Парам вот меряет свой подарок, говорит, я сейчас худой, Наташа меня плохо кормит, поэтому вот великоват свитерок. Ну ничего, что-то придумаем. But good color. Хорошо, да, вот тебе в этом цвете. Да, Может быть, вот Надя говорит, может быть, в кипяток, и чтобы села. А я уже начала. Значит, Парам сейчас демонстрирует мой подарок от Нади. Ну, как-то нормально расправь. Классно говорит. Я померю, я сейчас на себя прикинула, размер подошел, все красиво смотрится, но я уже покажусь завтра при свете дневном, ну и как-то накрашусь, что ли. Это мои. Так, ну и Артур, О май гад. Долгожданный. давай, открой, смотри, как тебе красиво даже Надя упаковала. Давай смотреть, мне очень интересно, что же там внутри. Пожалуйста, ты же еще не... Hey, no, don't open. Артуру на Новый год Дед Мороз подарок должен подарить, а сейчас от Нади. Я, кстати, Артуру говорила, Артур, скажи, пойди, выйди, скажи птичкам. О, класс, Спасибо. Пожалуйста. Я очень рада. классно, классно. Посмотри, какой хороший подарок. И я люблю играть в тир, я говорила в видео, да, это будем всей семьей You ask и с me. друзьями. Да, Классно. Соревноваться. Артур, да, Артур, кстати, недавно у нас просил купить ему. А мы не купили. Мы сказали, тебе скоро Дед Мороз что-то подарит. А, так вот, я хотела же рассказать, что я Артуру говорю, ты это птичкам выйди, скажи, что ты хочешь, чтобы птички полетели к Деду Морозу и передали. Ну и потом же спрашиваю, а что ты птичкам сказал? Мне же интересно, я же должна знать. А он говорит, а что толку, говорит, я каждый год говорю, а мне все равно Дед Мороз приносит то, что сам решит, а не то, что я просила у птичек. У меня, кстати, в детстве тоже так было. Смотри, они же на магнитах, да? Ага, на магнитах. Ну, ты доволен? Да. Ну хотя бы стена Класс. целая на магнитах-то.
Спасибо, спасибо большое, Надя, спасибо за подарки. Ты поблагодарил? Да. Иди будем обнимашки делать. Спасибо Ну, за этот угадали? подарок. Я очень рада. Доброе утро, друзья. Natasha put new dress. This is Nadia gift. Oh, really very good look. Beautiful. Да. Тут еще предполагается поясочек. No, good look. Very good. Красиво. По-моему, очень даже неплохо. Согласитесь, друзья. Видите, Парам сам убирает. У нас проблема, нет Самира, нашего помощника. Как назло, друзья, у Самира возникли какие-то проблемы с родственниками, и он со вчерашнего дня уехал. Сказал, что будет сегодня после 2. Ну, в принципе, он уже в это время особо не нужен. Получается, что Парам сам убирает номера, ну, точнее, он уже номера убрал, уже заселил. Мы уже, кстати, Надю выселили, она сидит у нас внизу. Сейчас мы у нее будем брать интервью. О, И это еще. Артур развлекает Надю музыкой. Можно в «Угадай мелодию» поиграть. Вы угадали, что это за мелодия, Надя? Седая ночь. Так ты и пой, Артур. Ну, совсем ни к чему. Так, может, так это угадай мелодию. Ну, Надя после того, как угадала, можно уже самому спеть. Она что, угадала? Понял, Ну, давай, это следующее. мою. Концерт у нас закончился, и сейчас Артур показывает наши картины. Я говорю наши, потому что кое-что рисовала я. Вот это мамин, а это я. Вот этого снегиря я нарисовала, а этого Артур. Очень толстенький. Артур говорит, что его упитанный, пухленький, холеный. Я показываю быстро. Хорошо. Вот у меня был 2 года назад попугай Гриня. Вот Артур рисовал с нашего попугая. Ну, покажи. Попугая, ну, он есть, он улетел, где-то летает по Матарану. А у нас осталась о нем память в виде картины. Вот. Вот. Это маленький, так что я сюда. Это тоже маленький. Так, сейчас посмотрим картины, и Надя расскажет вам, мои дорогие Это зрители, о цвета. своем путешествии. Дело в том, что она была Это Гуля. 2 суток в Бангладеш, в стране под названием Бангладеш. Я уже вам говорила, что Надя зимовщица, и ей нужно было для того, чтобы продлить визу, нужно было пересечь границу. А самый удобный и недорогой вариант – это, как оказалось, Бангладеш. Можно Шри-Ланку еще посетить, но Надя уже посещала Шри-Ланку, и в этот раз ей захотелось побывать в стране под названием Бангладеш. Очень интересно мне узнать, я думаю, вам тоже. Я специально сейчас даже не спрашиваю Надю, чтобы она на камеру рассказала, и чтобы я действительно реагировала, да, Вот это для школы. интересовалась всеми подробностями, естественно, а не так после того, как сама расспрошу. Боже мой, вышли на прогулку, попали в пробку, да, Надя? Я рекламировала наш Матаран, как у нас здесь нет транспорта, у нас здесь свежий воздух, у нас здесь простор. И в итоге мы вышли, да, в итоге, да, нас чуть не затоптали лошади, ослики, которые носят грузы на себе. Попали именно в самую гущу событий. Привели Надю в наш парк, и хочу сообщить приятную новость. Мы нашли для Нади место, где она будет ночевать следующую ночь. Эту ночь она переночевала в нашем номере. Кстати, как вам спалось, расскажите Очень нашим комфортно. зрителям. Очень комфортно, очень уютно, очень чисто и довольно спокойно. Довольно спокойно. Вот, а эту ночь, следующую, Надя будет спать в номере у соседей. У нас все номера заняты, а пора мы утром позвонили наши постоянные клиенты, молодая пара, и они попросили номер до 2 часов дня. Ну, так как у нас все заняты, Парам предложил им номер нашего соседа, а у него вообще никого нет. Ну, естественно, он с радостью согласился. И мы тогда договорились, что после 2 часов этот номер будет занимать наша подруга Надя. Вот так вот мы и решили. Хотя Надя не против была и ночевать вместе с нами. Говорит, я даже на полу лягу, все в порядке, не беспокойтесь.
Мы давно уже приглашали Надю к нам в гости, но, конечно, не в такие дни, не в предновогодние. Но так получилось, что она не купила обратные билеты. Получается, она возвращалась в Бангладеш, а билетов нет. И когда она нам позвонила, мы пытались ей найти билеты, но в такое время уже все занято. Нужно было покупать заранее месяца за 3. Ну и, конечно же, мы Надю пригласили к нам в Матеран. Ну что, Надя, вы готовы рассказать нам и нашим зрителям о вашей поездке в Бангладеш? Готово. Эта информация будет интересна тем, у кого есть необходимость вылететь на визаран в другую страну. Самый удобный порт и самый дешевый ценник для вылета и возвращения – это Мумбай. Мумбай, билет туда-обратно на Бангладеш может стоить 14 тысяч рупий. Всего 3 часа полета, абсолютно комфортные условия. Вас кормили? Весь сервис на борту, вкусная еда. Очень внимательный персонал в аэропорту Мумбаи, в аэропорту Бангладеш. Авиакомпания Air India меня очень устроила, очень приятные люди и очень заботливые. По прилете в Бангладеш есть, конечно, официальная церемония регистрации. Ну, это все можно пройти. И потом предстоял путь именно в мой отель. Отель я выбрала случайно, методом тыка, но он был великолепный. Он как раз оказался на той самой улице, которая мне была нужна. Локация была идеальная. 11 километров от аэропорта, всего $20 за 2 ночи. Абсолютно нормальные для меня условия, потому что я живу в Азии много времени, и то есть быт Азии для меня вполне естественный. Я не знаю, как другим. Кафель, кровать, горячая вода, Wi-Fi, фен, то есть вентилятор, как таковой кондиционер. Вы прилетели в столицу Бангладеш? Да, это столица Дака. И вот все, что находилось в приятной близости для меня, было мне важно. Там много исторических мест, но я планировала только 2 дня путешествия, поэтому я сильно много чего такого и не видела. Обилие торговцев, обилие рынков, обилие тук-туков. Абсолютно нет байк-такси и абсолютно нет байкеров как таковых, потому что все люди ездят на рикшах, трехколесная тележка, высокие колеса, как велосипеда, дешевая цена. И вот этот человек крутит ногами педали, и вы едете. И так передвигается 90% населения. Конечно, я могу в основном сравнивать Бангладеш и Индию. Особо принципиальных различий, конечно, не будет. Те же самые небоскребы, стекло и бетон могут соседствовать с трущобами. Но в чем была прекрасная, так сказать, атмосфера, это очень добрые люди. В принципе, в Индии неплохие люди, но там они особенно внимательны к тебе, они особенно добрые, они стараются помочь. Причем, что 90% из них говорит, наверное, только на бенгальском, и 10% могут несколько слов связать на английском. Но каждый старается помочь, каждый старается показать, подсказать. Очень добрые, очень такие душевные люди. Какие еще отличия? Конечно, там менее цивилизации, чем в Индии. Да, пыльненько, да, грязненько. Ну, и хочу сказать, что обожаю азиатскую кухню, и индийская еда для меня тоже неплохая. Меня пугали, будет очень острая еда. Абсолютно прекрасная еда, особенно мне, потому что я люблю есть на улицах. И совершенно дешевые цены, еще дешевле, чем в Индии. То есть все проживание и весь сервис, да, который мне был необходим, я получила за гораздо меньше деньги, чем в Индии. Ну, в любом случае, меня это устроило. Вряд ли я когда-то вернусь в эту страну, если только действительно мне потребуется снова вылететь на визаран, а это удобно, вот именно все. Конечно, я вернусь в этот же отель, в этот же город, и я встречусь обязательно с этими же людьми. Потому что уже сейчас, даже за 2 дня, у меня появились там знакомые, приятные знакомства, можно даже сказать, друзья. Мальчики немножечко заскучали, но мы сейчас пойдем дальше к озеру. Надя, расскажите что-нибудь такое, вот, что вас очень сильно удивило, что особенно запомнилось, есть какой-то такой вот эпизод? Я очень люблю экстрим, я очень люблю кататься на байке, ну, естественно, пассажиром. Естественно, я выбрала себе на путешествие из аэропорта до отеля, первое путешествие в Бангладеш, я выбрала байк-такси. Ну, конечно, это было экзотично,
потому что, во-первых, улицы, этот транспорт, который я встретила, мы проезжали в щели, в которые, в принципе, даже человек не может протиснуться. И это все происходило между машинами, между байками, между автобусами. Даже так, даже не для слабонервных, даже я закаленная на дорогах, мне было не то чтобы страшно, но очень волнительно, очень волнительно, очень экстремально, экстремальная езда, экстремальный транспорт. Кажется, что этот транспорт вот-вот развалится, я имею в виду особенно автобусы. Если в Индии ты едешь в железной коробке достаточно уверенно, то в Бангладеш это как бы, ну, немножечко пугает даже. They want to take photo. My wife. This they from our rooms they live in. Thank you. Yes, thank you so much. Надя, спасибо вам большое, что поделились вашими впечатлениями о поездке в Бангладеш. Вы, мои дорогие зрители, пишите в комментариях, если у вас есть какие-то вопросы. Ну а на сегодня все. Я с вами прощаюсь. Продолжение следует. Всех люблю, целую, обнимаю. Пока-пока. Подписывайтесь на наш канал. Впереди вас ждет еще много всего интересного.